Со вчерашнего дня мы начали больше понимать о том, что произошло в Москве. И опираться мы здесь будем не только на свои, не очень-то профессиональные в этой теме суждения. Теперь мы знаем, что на заводе повреждена установка первичной перегонки нефти, которая обеспечивала половину потребностей завода подготовки сырья. Первую установку, отвечающую еще за половину перегонки, повредили еще во время прошлого удара. Таким образом, завод лишился мощностей по переработке сырой нефти. Кроме того, повреждения получили вспомогательные установки, резервуары и трубопроводы. Завод официально приостановил работу на несколько дней. Потому как это все выглядит, никакими несколькими днями на восстановление там не пахнет. Выглядит все так, что даже без новых прилетов завод выведен из строя на всю обозримую перспективу. Без новых прилетов тут ключевая оговорка. Устроить масштабный топливный кризис, если не по всей России, то, по крайней мере, в европейской ее части, в столичном регионе и на подходах к фронту, это прямо сейчас явная цель Украины. Исходить надо из того, что прилеты будут. Из того, что ключевое предприятие по обеспечению топливом Москвы и области теперь под постоянной воздушной угрозой, что усилия по его ремонту будут опираться в новые удары, и стабильная работа предприятия не возобновится либо до конца войны, либо до момента, когда Украина переключится на какие-то иные цели. Давайте еще посмотрим, как защищена Москва и как работает ее ПВО. Вчера мы имели возможность наблюдать это прямо в прямом эфире. Давайте вместе посмотрим за работой расчета в районе МКАДа. Давай, давай! Давай, брат! Давай, давай! Ой, машаллах! Ой, машаллах! Ой, машаллах, кардашим! Аллах! Машаллах, кардашим! Работу системы сегодня похвалил Дмитрий Песков. И действительно, приятно видеть, как государство справляется с государственными задачами. Такая степень организации выдает государственное планирование и размах. Это совершенно не похоже на кадры из Афганистана. Это практически электробус и центр «Мои документы», воплощенный в борьбе с дронами. Еще есть! Еще! Давай, давай! Давай! Выр, вначале! Выр! Давай! Аллах! Давай! Аллаху акбар! Выр! Движение перекрыли. Безопасность гражданских обеспечили, чтобы военные профессионалы смогли сделать свою работу. На одном коротком видео все взаимодействие служб и ведомств по охране столицы. В связи с этим всем возникает вопрос не только о том, когда и в какой мере получится восстановить работу московского НПЗ, а насколько реален в связи с выводом его из строя полноценный топливный кризис. Сейчас это обсудим. Но перед тем, как начнем, сначала короткое некоммерческое объявление. ОГО-центр, организация, которая помогает детям украинских беженцев в Эстонии, сейчас проводит аукцион, чтобы собрать деньги на свою работу. Вы можете помочь детям и заодно приобрести памятную вещь от любимых артистов и других деятелей. Например, там есть набор шахмат с автографом Гарри Каспарова или статуэтка-монеточки, расписанная вручную. Поучаствуйте в аукционе. Он вот-вот закончится. Ссылка в описании. А еще в описании по-прежнему есть ссылка, где мы собрали разные способы обхода блокировок, в том числе бесплатные. Итак, насколько реален полноценный топливный кризис? Надо сказать, что на близком логистическом плече от Москвы особо ничего нет. Для Москвы и области НПЗ в Капотне вообще единственное такого рода предприятие. В окрестных областях всего 2 действующих НПЗ и ни единого, который избежал бы атаки. Не видно по карте, где бы были такие места, которые с одной стороны не находятся под постоянной угрозой с неба, которые раз через раз не выводят из строя, и которые, с другой стороны, были бы пригодны для оперативного снабжения Москвы топливом. К тому же не стоит забывать еще и о социальном факторе. Взрыв на НПЗ в Капотне сегодня видела вся Россия, а в Москве и Подмосковье вообще каждый. В такой ситуации совершенно нормальный инстинкт запасать топливо. Это момент, когда все человеческое естество говорит, что можно и поддаться панике. Пока фактического дефицита нет.
Пока лимиты на заправках весьма номинальные, люди поедут выгребать все, что там есть. Можно ожидать, если не полный дефицит топлива, то перебои в его продаже. Просто на фоне того, что НПЗ горит, и все это видят. Теперь вернемся к технической части. Снабжение топливом Москвы завязано на 3 НПЗ – Московском, Рязанском и Кстовском. Все они подключены к Московскому кольцевому нефтепродуктопроводу – МКНПП. Залезем немного не в свой департамент и пару слов скажем о том, как все это работает. Этот МКНПП, Московский кольцевой нефтепродуктопровод, это сеть из 3 веток трубопроводов, по которым отдельно идет, бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Сеть эта протяженностью не менее 400 километров связывает сами НПЗ, а также распределительную станцию Володарская в Раменском округе, которая принимает, распределяет и перекачивает нефтепродукты. По сети этой топливо поступает на нефтебазы, откуда бензин и дизель уже разливаются по бензовозам. Авиакеросин же напрямую идет в хранилище московских аэропортов, которые тоже подключены к этой сети. Чтобы оценить перспективы снабжения Москвы, нужно посмотреть на состояние остальных компонентов этой системы. Рязанский НПЗ гораздо крупнее московского. Он способен перерабатывать 17 миллионов тонн сырой нефти в год. Московский только 10. Рязанский НПЗ – это тоже современный реконструированный завод, выпускающий высокооктановые бензины. И за последние 8 месяцев он уже дважды подвергался атакам беспилотников и дважды приостанавливал работу. 20 ноября прошлого года и 15 мая текущего года. Кстовский НПЗ, принадлежащий Лукойлу, такой же масштабный, как и Рязанский. Он занимает в общем российском рейтинге 4 место по объему переработки сырой нефти. Он горел и приостановил работу 20 мая, а до того 5 апреля. Из 4 основных узлов кольцевого нефтепродуктопровода, 3 НПЗ и распределительной станции, пока под ударами дронов не оказывалась только распределительная станция. Мы не знаем, и никто нам не расскажет, как поживают Рязанский и Кстовский НПЗ сейчас. Но можно предположить, что если атаковали то и другое в течение буквально месяца, причем для обоих заводов это уже не первая атака, то производство на них как минимум сокращено. Что понятно точно. До всех компонентов большой системы, обеспечивающей Москву и область топливом, Украина гарантированно дотягивается. Заводы эти не могут друг друга страховать, ведь противник в состоянии вывести из строя все сразу. Один не работает точно прямо сейчас, остальные, как минимум, не в лучшем состоянии. Вся сложная система бесперебойного снабжения Москвы горючим точно нарушена. Как будут выходить из этой ситуации? Из каких резервов, с каких отдаленных заводов в Москву повезут топливо железнодорожными цистернами? Бог его знает. Но система снабжения Москвы точно не под это заточена. Она заточена на снабжение по трубам с 3 конкретных заводов, ни один из которых не цел. Что с этим можно сделать глобально, обсудим после рекламы. За год скачивание приложений VPN-сервисов выросло аж в 14 раз. Каждый месяц миллионы людей устанавливают себе средства обхода блокировок, а посещаемость платформ, которые работу VPN блокируют, снижается заметно. Но ограничения становятся все более продвинутыми и, кроме того, отличаются в зависимости от регионов и операторов. Поэтому сегодня важно иметь подписку на такой VPN-сервис, который умеет противостоять разным типам блокировок, а лучше иметь в своем арсенале хотя бы 2 таких. Пока атакуют один, другой будет нормально функционировать. Например, поставьте себе Blank VPN. Он уже 8 лет работает на российском рынке. Мало какой VPN может таким похвастаться. И за эти 8 лет Blank VPN наработал огромный опыт борьбы с интернет-цензурой. Один клик в приложении, и вам станут доступны как привычные сервисы, так и большинство российских приложений, без необходимости отключать VPN. У Blank VPN доступно раздельное туннелирование. Есть 50 локаций по всему миру, скорость до 10 гигабит в секунду. Заботливая поддержка, приложения для iOS, macOS и Android, отсутствуют логи и журналы данных. А еще действует полный безлимит на трафик и количество устройств. Сможете подключить к подписке и маму, и папу, и бабушку, чтобы не покупать VPN каждому отдельно. У сервиса также есть безрисковый период в 30 дней. Вы можете за это время проверить, как он работает, и если вас не устроит, вернуть деньги. А проверить вы можете прямо сейчас, пока идет акция. По промокоду КАТС действует скидка до 66%. Переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду. К ним уже применен промокод.
Вся сложная система бесперебойного снабжения Москвы горючим точно нарушена. Что с этим можно сделать глобально? Соревноваться с дронами с помощью ПВО – это как убегать от гепарда. Умрешь уставшим. Нарастить ПВО в 2 раза стоит заметно дороже, чем увеличить производство беспилотников в 10 раз. Этот марафон можно даже не начинать. Дроны все равно его выиграют. Это война, где обеим сторонам выгоднее наращивать ущерб противнику, а не пытаться защитить себя. Единственным разумным действием тут было бы то, чем нам пудрили мозг всю вторую половину прошлого года, когда полноценный пиздил имени Трампа снялся с повестки дня. Разумным действием было бы воздушное перемирие, взаимный отказ от дальнобойных ударов. Очевидно, что воздушная война Путину приносит только проблемы. Удары по Киево-Печорской лавре – это позорище. Они не дают ни единого метра продвижения на фронте, ни на день не приближают Путина к победе, каковой бы он ее ни воображал, а политический ущерб, если кому и наносят, то только самому Путину. С другой стороны, последовательное разрушение Украины нефтяной инфраструктуры наносит ущерб Путину по всем фронтам. Экономический ущерб. За каждый такой прилет надо заплатить минимум 4 раза. Каждая ракета, которая промахнулась по дрону, стоит денег. Ее нельзя вернуть в магазин. С каждым горящим НПЗ нефтяная компания заплатит меньше налогов, меньше заработает за счет простоя завода и больше потратит на его восстановление. Чем меньше производится топлива, чем сложнее, дольше и дальше приходится его возить, тем больше надо субсидировать цены на заправках. Относительно небольшой рост конечных цен не из воздуха же берется, разницу оплачивает бюджет. Нефтяные компании вынуждены закупать и организовывать собственное ПВО. Это тоже стоит денег, уменьшает прибыль, а значит, меньше налогов поступит в бюджет. А бюджету этому сейчас и так очень плохо. Правительство разрешило сколько угодно одалживать самому себе, изменять основные параметры федерального бюджета без поправок в закон. И тем самым признало не просто аховое, но стремительно ухудшающееся финансовое состояние. И добавлять к этому еще одну, совершенно непредсказуемую статью расходов, очень плохая идея. Пока вы изобретаете какой-то идиотский акциз на наушники, чтобы где-то наскрести миллиардик другой, один беспилотник за $10 тысяч наносит ущерб, перекрывающий доходы от этого акциза за 10 лет. Такие удары также наносят ущерб политический. Взрыв под окном, многотонная крышка резервуара, взлетающая над крышами домов, нефтяной дождь, очереди на заправках, рост цен на все – это не то, что можно игнорировать. Россказни о том, что Россия может воевать 20 лет лишь на том основании, что при Петре Первом смогла же, работают лишь когда война – это проблема тех, кому хватило ума контракт за 4 миллиона подписать. Когда война идет где-то там, не ближе Белгородской области. Но за каждым таким ударом, каждым подобным пожаром, каждой очередью, каждым повышением цен следует явный рост раздражения. Никому не нужная, бессмысленная война, которую неизвестно зачем развязало начальство, приходит к людям домой. Они не могут относиться к ней как к абстракции. Даже для главной путинской цели – воевать до скончания века – хорошо бы заключить воздушный мир. Потому что только так можно сохранить войну внутри телевизора. Только так можно приостановить рост реального раздражения. Только так можно сохранять войну в форме высокооплачиваемой работы, которая не касается никого, кто не подписал контракт. И про прямой военный ущерб тоже не надо забывать. Если Путин хочет куда-то там продвинуться, какие-то новые топонимы называть и хотя бы чем-то радовать немногочисленную провоенную аудиторию, топливный кризис в стране ему в этой задаче точно не помощник. Бак типичного российского танка типа Т-72 больше 1000 литров. И эту 1000 литров танк спокойно выпивает за день. Да, сейчас на фронте бронетехника не в фаворе, ее очень немного. Но фронт — это не только танки и БМП. Это тралы, грузовики, УАЗ-буханки, автобусы, пикапы, баги, мотоциклы, генераторы. Никакая гаубица на позицию без тягача не приедет. Никакая связь не будет работать без батареи и генераторов, чтобы батареи эти зарядить. Каждый километр продвижения измеряется не только в людях и технике, но и в топливе. Фронт отдельно отсекают от снабжения мидл-страйками, но теперь мидл-страйки могут наложиться еще и на общий дефицит топлива. Со всех сторон для Путина лучше бы отказаться от ударов по Украине. Это единственный способ прекратить удары по России. Даже для его людоедских целей это было бы лучше. Продлило бы его власть, жизнь и возможность воевать. Но абсолютно все, что мы знаем о нем, о его болезненном страхе признать собственную слабость, говорит нам:
Ничего подобного не будет. Не станет Путин договариваться ни о каком воздушном мире. Не будет признавать, что единственный способ защитить страну от беспилотных и ракетных ударов – это договориться с Зеленским как с равным. Не будет Путин лишать себя возможности терроризировать Украину. Тотальная отмороженность, способность бить в белый свет как в копеечку, не считаясь с гибелью гражданских, с разрушением культурных ценностей – это вообще единственное, чем Путин торгует вовне. Ни Трампу, ни кому бы то ни было он не может предъявить значимых фронтовых успехов. А вот предъявить удар по Лавре может. Единственная причина, по которой с ним надо разговаривать, он может заставить украинские города гореть. В этом весь поздний Путин. Существует единственный понятный, разумный, рациональный выход, способный прекратить все происходящее. Гибель людей в ужасающих масштабах, разрушение российской инфраструктуры и экономики. Немедленно прекратить войну. Не было никаких причин ее начинать. Нет ни единой причины ее продолжать. Вся эта война – чистый ущерб, чистая катастрофа, без всяких перспектив. Но если уж на это у дурака ума не хватает, если войну он собирается вести до талого, а он собирается, то отказ от дальнобойных ударов – это самое очевидное действие, которое сохранит жизни мирным российским и украинским гражданам, которое поможет Путину продлить собственную власть и жизнь, которая сохранит ему почву под ногами. Но мы точно знаем, что Путин, который уже давно живет в мире чистых абстракций и заочно дискутирует с покойными императорами, никогда этой самой рациональной и разумной опцией не воспользуется. Он будет ухудшать положение как свое, так и страны, просто потому, что улучшить его для Путина уже немыслимо. До завтра.